Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом большом обзоре рассмотрим сразу две недавно вышедших новинки, которые являются двумя коллаборациями с двумя известными аудиообзорщиками. Начнем, пожалуй, с Триповин. Они приходят в такой небольшой коробке, но с очень приятным, но уже знакомым мне оформлением. На лицевой части здесь имеется надпись Триповин и логотип Bad Guy, так как эта модель является его коллаборацией. Здесь также есть название модели Kailua и изображение самих наушников. За звук здесь у них отвечает два динамических драйвера, основной на 10 мм и еще один дополнительный на 6 мм. Но чувствительность наушников составляет 106 дБ, и они получили 19 Ом импеданс. Теперь давайте распакуем их. Ну и первым делом давайте рассмотрим наушники, которые здесь так надежно зафиксированы. Их корпус изготовлен из пластика. Поэтому сразу скажу, эти наушники очень легкие, достаточно небольшие и выглядят неплохо. Но ничего необычного. У наушников установлен стандартный разъем 2 пин вот здесь в корпусе. И имеется аж целых 4 акустических отверстия. Трое расположились вот здесь, вот так в ряд. И еще одно находится на внутренней части наушника, вот рядом с этим достаточно коротким соплом. Поэтому сразу скажу, друзья, здесь не все подойдут амбушюры. То есть стоит реально поиграться с ними, подобрать подходящие для себя. Так как, ну сами видите, сопло небольшое. И у этих наушников не самая плотная и глубокая посадка. То есть в ухе они немного ощущаются свободными. Вот лично мне бы хотелось как-то, чтобы вот этот момент был исправлен. Но вот, к сожалению, вот как есть. Ну и понятное дело, в комплекте к этим наушникам идет вот такой довольно стандартный и простой медный кабель с разъемами 2 пин. У них достаточно хорошие сформированные заушины. Стандартный коннектор 3,5 мм джек с надписью Триповин. Сам кабель достаточно гибкий и очень легкий. Оплетка у него хорошая, но он может немного путаться. Но вы, конечно, можете его поменять на любой другой ваш любимый кабель без проблем. Ну и, конечно же, куда без амбушюр. Здесь имеется два таких комплекта. По 6 насадок разных размеров. Вот такие более узкие, с большим басом. И вот такие более широкие насадки для любителей высоких частот. Подобрать сможете для себя, я думаю, без проблем. Ну а теперь рассмотрим наушники Belon The Jojo. Приходят они в такой небольшой, но очень приятной коробке с интересным оформлением. На лицевой части здесь имеется два логотипа компании Belon и аудиообзорщика The Reviews. Рисунок самих наушников имеется, вот так они будут выглядеть. Рассмотрим их немного позже. Ну а сзади рассказывается о компании Belon и об этом аудиоблогере. Ну а тут сбоку указаны технические характеристики наушников. И эти наушники получили всего один динамический драйвер. А их чувствительность составляет 106 дБ. И они получили 32 Ом импеданс. Давайте теперь посмотрим, что входит в комплектацию к этой модели. И поверьте мне, здесь есть кое-что, что может вас удивить. Ну и здесь нас первым делом встречают эти наушники. Аккуратно расположенные здесь. И выглядят они достаточно интересно. И имеют такой розовый окрас корпуса. И в отличие от Kailua, они получили разъем QDC, который так немного выпирает. Лицевая панель у них имеет такую золотистую вставку, где есть две надписи Belon и Jojo. А еще у них имеется всего одно акустическое отверстие, расположенное тоже на внутренней части наушника, рядом с таким снова коротким соплом. И даже сама форма корпуса довольно похожа, как у Kailua. Ну а также здесь еще имеется пользовательский мануал по эксплуатации и использованию наушников.
А самое интересное находится в этом фирменном мешочке. И это вот такой вот, друзья. Очень крутой медный кабель в розовой расцветке. Под стать наушникам. Он достаточно увесистый, с хорошими такими сформированными заушинами. С коннекторами QDC, как раз для этих наушников. И разъемом 3,5 мм джек. Кабель здесь реально очень меня удивил. Отличный. Жаль, что у Kailua подобного нет. Ну и куда без амбушюр. Здесь нам положили сразу 3 набора насадок на любой вкус и цвет. Первые серые, такие более узкие насадки, басовитые, типичные, можно встретить точно такие же в Kailua. А вот вторые, белые, такие более вытянутые насадки, довольно интересные. Встречал что-то подобное в наушниках 7 Гц Timeless, но эти немного отличаются. И также еще такие же белые, точно такие же узкие, как вот эти, тоже басовитые. Набор здесь довольно хороший, кабель вообще прекрасен. Ну а теперь, друзья, мы подошли к самому интересному. Пришло время поговорить о звучании двух этих моделей. И я начну, пожалуй, разбор звука с Kailua. Вот так выглядит их графика чиха. Здесь есть и неплохое усиление на низких частотах, с хорошим таким заходом на средний диапазон, и плавный переход на верхнюю середину, с довольно продолжительными и не самыми акцентированными верхами. Низкие частоты в этой модели достаточно массивные, с хорошей глубиной, немного акцент смещен в область мидбаса, с таким приятным дополняющим панчем, а саббас имеет достаточно ощутимый сабвуферный эффект. Да, бас в них достаточно хорошо контролируется и не лезет на средний диапазон, и не звучит как-то расслабленно и гулко, и имеет достаточно подчеркнутую атаку, хоть и не самую точную, что я слышал среди динамических наушников. Но прозрачность и текстура находятся на хорошо слышимом уровне. Вам не нужно как-то напрягаться для того, чтобы услышать гармоники у баса. Удар кика здесь звучит достаточно четко, с хорошим таким телом и весом, приятно дополняя басовые ноты. Но вот средние частоты в этих наушниках довольно неплохие, но подойдут для любителей более такого притемненного звучания, где нету излишней яркости и выдвинутости вокальной части и ударных барабанов вперед всего остального, потому что вокал в них звучит немного интимно и достаточно спокойно, с хорошим таким сохранением нейтральности и оттенком теплоты. То есть он не пронзительный и при этом имеет хорошее разрешение и проработку, а женский вокал вам не даст утомиться, потому что любители такого чуть более темного звука здесь будут точно довольны. Верхняя серединка в них достаточно аккуратная, не крикливая, совсем слегка она подчеркнута, и микс звучит довольно ровно и ничего не вылезает вперед всего остального. Поэтому сама передача средних частот получилась в этих наушниках неутомительной, чуть немного сглаженной, но приятной на слух, с таким хорошим жирком на нижней середине. Ну а теперь поговорим о высоких частотах в этих наушниках. Они достаточно теплые и слегка сглаженные. У них есть достаточное усиление на 8 кГц для придания большей четкости и подчеркиванию тарелок. Но что меня радует, так это то, что этот диапазон не ощущается каким-то кричащим или утомляющим. Он также не уходит в какую-то сильную темноту. Хотя, конечно, здесь нет суперпрозрачности и аналитичности, так как эти наушники имеют уклон больше такую музыкальность и жирное построенное полотно. Поэтому особо им не нужно показывать вам все нюансы в музыке и выводить все огрехи записи вперед. Эти акценты здесь явно ни к чему, потому что они просто отыгрывают эту область комфортно на слух с хорошим разрешением и не затаившейся детальностью. Но сцена и визуализация в этих наушниках получилась хорошо проработанной по ширине, то есть строится визуально вполне такая оптимальная и правильная сцена, хоть и немного интимная для вокальной части. Но все же они стараются охватить и завлечь вас своей проработкой глубины, скрасив этот небольшой нюанс. Ну а теперь поговорим о звучании этих интересных наушников Belon XZ Jojo. Начнем с низких частот, которые в сравнении с Kailua
будут более возвышенными, то есть эта модель более басовитая, это ощущается в сравнении, конечно же. Бас в них еще более массивен и плотен, и акцент у них смещен немного в сторону сабаса, с таким очень плавным, но менее уже аккуратным заходом на средний диапазон. Я не скажу, что это прямо критично, но нижняя серединка здесь стала более весомее и наполненней за счет этого захода. А мидбас здесь довольно хорош. Он такой панчевый, и у него неплохой удар. Но ощущается он довольно сглаженным и очень теплым. И даже немного эти наушники напомнили мне 7 Гц легато. Ну а средние частоты в этих наушниках достаточно комфортные и очень гладкие, и тонально опять же очень теплые. Вокал здесь совсем слегка так выдвинут вперед и звучит попрозрачней в сравнении с Кайлуа. Поэтому с открытостью и воздушностью этого диапазона все обстоит хорошо. Хоть это и не самая прозрачная подача этого диапазона, но по крайней мере с разделением инструментов от вокальной части проблем не возникает. А вот ударные звучат очень нейтрально, еще нейтральнее, чем в Кайлуа. У них имеются достаточно хорошие подчеркнутые транзиенты, хотя, конечно, эти наушники не уходят в какую-то лютую техничность, и именно поэтому я их сравниваю с Кайлуа, так как они имеют похожие черты в подаче звучания. Но вот высокие частоты в этих наушниках совсем немного отодвинуты на задний план. Здесь нету никакой излишней яркости, явно подчеркнутых и техничных тарелок. Да и перкуссии здесь немного отстранены на задний план. То есть в этих наушниках имеется очень такая нейтральная и теплая подача с хорошим разрешением для любителей комфортного и долгого прослушивания и менее акцентированных и выдвинутых высоких частот. А сцена в этих наушниках получилась неплохой, достаточно широкой, вполне сравнимой с Кайлуа. Очень, то есть они похожи в этом плане. Поэтому вывод по этим наушникам у меня получился таков. Триповин Кайлуа — это достаточно бодрые динамические наушники для любителей такой притемненной настройки без излишней псевдодетализации, с хорошим текстурным басом и аккуратной неутомительной серединкой. А вот Belon Jojo удивили меня своим хорошим комплектом за эту стоимость. Кабель здесь реально безумно крутой. И приятной гладкой нейтральной настройкой для любителей уже более прокачивающего баса и приятной мелодичности. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. С вами как всегда был IC Genius. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.